Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали, и с новым узорчиком. Сразу уточняю, что ниточки вы берете любые, какие у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, подбирайте. Самое главное, правильно возьмите крючок. Итак, новички, кто не вязал с данной пряжи, хотел бы связать, да? Смотрите, называются они Лизе Ангора Голд. Смотрим дальше. В 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам советуют брать от 2 до 4. Я данную пряжу всегда вязала троечкой. Возьму свою рабочую лошадку сегодня, троечку, чтобы все получилось. Вы подбираете под свою пряжу, также читаете аннотацию и смотрите, какой вам советуют крючок взять, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу, например, 5 раппортов, это 30 воздушных петелек. И еще дополнительно 5 петелек, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается 35 воздушных петелек. Ну а вы набираете, сколько вам удобно. Итак, как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее непосредственно узорчик сразу же провязываем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Провязываем так еще 3 столбика. Раз. Столбик с накидом в каждую петельку цепочки. В следующую петельку 2 столбик с накидом. И в следующую петельку 3 столбик с накидом. По итогу у нас получается 5 столбиков. Смотрите. 4 столбика и 3 петельки подъема. 3 петельки это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5 провязали. Далее воздушная петелька. Накид. В цепочке пропускаем одну петельку и в следующую провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. В следующую петельку цепочки ныряем, провязываем столбик с накидом. 2. Накид. В следующую петельку цепочки ныряем, столбик с накидом. 3. Накид. В следующую петельку столбик с накидом. 4. И 5. Как только 5 столбиков с накидом сделали, так, делаем опять окошечко. Воздушная петелька. Пропускаем, получается, одну петельку в цепочке и продолжаем точно так же. Опять 5 столбиков с накидом. То есть ряд заключается в чем? 5 столбиков, окошечко. 5 столбиков, окошечко. 5 столбиков, окошечко, 5 столбиков, окошечко до конца вашего образца. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши столбики с окошечками готовы. Все ровненько, аккуратненько. Следующий ряд. Воздушная петелька. Поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе. Есть. Далее идем по верхушкам всех столбиков и провязываем столбик без накида. Второй столбик без накида. Третий столбик без накида. Четвертый столбик без накида. Пятый столбик без накида. Есть. 5 столбиков провязали. Далее у нас идет окошечко. Помните, да, из воздушной петельки. Мы ныряем в это окошечко и провязываем тоже столбик без накида. Далее опять 5 столбиков идут. И мы провязываем их тоже столбиками без накида. То есть наша задача весь ряд провязать столбиками без накида. Там, где столбики, верхушки, беремся за верхушки, провязываем столбики. Там, где воздушная петелька, тоже получается ныряем в арочку. Вот так вот сейчас покажу. Оп, нырнули и провязали тоже столбик без накида. Несложно. Весь ряд вот такой. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся.
Так, вот наш ряд столбиками без накида готов. Ничего сложного. Далее следующий ряд 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. И вот у нас получается столбик, да? Столбики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот мы к третьему столбику опускаемся в самый-самый первый ряд. Захватываем третий столбик вот таким вот образом. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И потом провязываем просто по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Далее, смотрите, будьте внимательны. Вот этот же столбик, получается, третий столбик. Мы беремся за верхушку этого столбика и провязываем в него 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом. В следующий столбик, вот в этот вот, провязываем 1 столбик с накидом. Далее опять 2 накида. Возвращаемся к этому же столбику, к третьему. Точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Берите, как вам удобнее, и провязывайте. По 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Вот. У вас по итогу получается, ну, вот такая вот интересная или ракушечка, галочка, как бы рогаточка, так вот ее назовем. Видите? Из рельефных столбиков. Идем дальше. Воздушная петелька. 2 накида. Вот наши 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. Точно так же идем к третьему. Захватываем сзади наперед. Вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Просто по 2 петельки. Несложно. Дальше. Накид. Вот, берем к верхушке этого же третьего столбика и в верхушку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. А в следующий столбик, провязываем только лишь 1 столбик с накидом. Опять делаем 2 накида, возвращаемся к этому же столбику. Таким вот образом захватываем и опять провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть, когда вот так вот вы посмотрите, вот, видите, как интересно получается. То есть, получается, вот эти вот ракушечки, они полностью изолированы. Мы эти столбики, получается, не делали за рельефными столбиками. Получается очень даже интересно. Все, и опять делаете воздушную петельку. И продолжаете то же самое делать. Не сложно? Не сложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Так, и у вас все получится. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши ракушечки практически готовы, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. Получается, в последний столбик предыдущего ряда накид делаем и провязываем вот в столбик без накида. Ныряем и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, краешек ровненький, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Так. Далее, вот у нас идут наши столбики, и мы провязываем тоже в них столбики без накида. Раз, два, три, четыре, 5. Дальше у нас, помните, была арочка из воздушной петельки. В нее ныряем, провязываем столбик без накида. Опять 5 столбиков у нас идут. Точно так же провязываем столбики без накида. Раз, два, три, четыре, 5. И в арочку из воздушной петельки столбик без накида. То есть мы повторяем точь-в-точь наш второй ряд, где мы провязывали столбики без накида. Все, не сложно? Не сложно. Самостоятельно давайте до конца ряда, и в конце ряда опять встречаемся. Так, вот наш ряд столбиками без накида. Все ровненько, аккуратненько. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь наша с вами задача провязать те же самые вот такие вот интересные рельефные столбики. Итак, делаем 2 накида. И как ориентир, видите, вот у вас центральный столбик. Вот из 3. Раз, два, три. И вы в центральный столбик точно так же захватываете его сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваете ниточку, провязываете по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так, потом смотрите, возвращаетесь, получается, там, где этот столбик ваш, да, верхушку этого столбика и провязываете 2 столбика с накидом, раз столбик с накидом,
2 столбик с накидом. А в соседний получается следующий столбик. Вот следующий столбик. Вы провязываете 1 столбик с накидом. Все, красота. Опять 2 накида. Возвращаетесь к центральному этому столбику на ряд ниже, да, и провязываете точно так же рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть у вас получилась вот точно такая же интересная ракушечка. Видите? Не забудьте воздушную петельку и переключаемся на следующую ракушечку. Вот наши 3 столбика. 1, 2, 3. Вот к центральному столбику. Понятно, да? То есть вы, в принципе, поняли, как провязывать данную рогаточку, данные ракушечки, да? Вот к верхушке этого же столбика. Присоединяемся, провязываем 2 столбика. 1 и 2. Потом накид в следующий столбик, провязываем столбик с накидом. И заканчиваем нашу рогаточку. 2 накида. И опять провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть, я думаю, принцип уже понятен. Так, воздушная петелька. Видите, какая красота? То есть туда вы идете рогаточками, обратно возвращаетесь столбиками без накида. Туда вы идете рогаточками, обратно возвращаетесь столбиками без накида. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет очень классно, да? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая по итогу красота. Как вам? Здорово, интересно и самое главное, что не сложно, да? Изнаночка, ровненько, аккуратно. Ну да, узорчик получается у нас будет односторонний. Но смотрите, какой шикарный. Вот так вот он тянется из моей пряжи. Пробуйте из своей пряжи, что у вас это будет. Если это летняя пряжа, топики, маечки однозначно, да? Это могут быть из демисезонной пряжи палантинчики, да, кофточки, кардиганчики, ну, что дырчатые, да, то есть под низ что-то одели интересненькое. Вот такая красота. Жилеточки. Опять же, теплая зимняя пряжа, это что, шарфики, снудики, а почему бы и нет, да? Надо пробовать из любой пряжи, будь то секционная пряжа, будь то, может быть, у вас будет одна рогаточка одним цветом, да, то есть 2 ряда сделали, 2 ряда рогаточка и столбики без накида, потом другим цветом, то есть пробовать надо, остаточки ниточек, пожалуйста. Если вы вдруг придумаете, что это будет из полиэфирного шнура, полипропиленового шнура, это может быть сумка, это может быть коврик, вот этот массажный эффект за счет рельефных столбиков будет шикарный. Угу. И опять же, пока вязала, подумала, что вот данный ряд вы можете удлинить, вы можете провязывать столбики не 2 петельки, да, а провязывать 1, 2, 2. Здесь вы можете провязывать не столбики без накида, а полустолбики с накидом. Узорчик немножко вытянется, тоже будет интересно. Как вам? Давайте замерим красоту. Итак, сегодня, получается, я набирала 35 воздушных петелек. Если этой же пряжей, этим же крючком, моей плотностью вязания, то в моем случае это, ну вот, 18 с хвостиком сантиметров. Очень даже неплохо. И тут, получается, смотрите, каждая рогаточка, да, это 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. Обратно я прошла столбиком без накида. И первый, получается, наборный ряд у меня был 13. Итак, по итогу это получается, ну вот, 10 сантиметров. Тоже здорово. Опять же, если сделать удлиненные столбики, будет, конечно, узорчик чуть повыше. Вот такая красота. В моем случае, получается, пошел вот такой интересненький нежно-зелененький цвет, потом розовый, да, и потом, получается, после розового опять он будет переходить такой зелененький, потом и зелененький такой беленький. Объясните, какой это цвет, да, не зелененький, а вот какой-то такой интересно мятно, светло-мятно и так далее. Вот. То есть в следующем узорчике будем смотреть наоборот переход, да, из розового в зелененький. Вот такая красота. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Чехольчики, накидушки ли. Не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Девчата читают комментарии, многим будет интересно. Надеюсь, видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. И когда вот здесь у вас появляются на экране различные ссылочки на видео и на плейлисты, заглядывайте. Гуляйте по каналу, смотрите различные узорчики. Узорчиков уже очень много, и они собраны для вашего удобства в небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице нажимаете на плейлисты, да, проваливаетесь, там много-много папочек, выбираете плейлист, который вам понравился, и смотрите видео. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео.
Пока-пока.